Всем привет, парни и девушки. Итак, у нас за окном осталось чуть больше недели до праздников. Уже 22 декабря, и в этом видео речь в нем пойдет о самых продаваемых, или даже нет, не так, самых народных видеокартах, что могут себе позволить простые люди. Хотя и здесь я, наверное, не очень правильно выразился. Короче, эти две видеокарты, они идеально подходят для бюджетных и среднебюджетных сборок компьютеров. Это Colorful RTX 2060 Super против политовской самой дешевой RTX 3050 с одним вентилятором. И что самое смешное, эти видеокарты как бы вышли в разное время, но сейчас они являются конкурентами, и при этом их видеочипы выпустила одна и та же компания Nvidia. Одним словом, в этом видео, я думаю, стоит уже поставить точку в вопросе, что лучше купить 2060 Super за 29 600 рублей или за 27 600 купить RTX 3050. Цены, кстати, на эти две модели уже выросли, потому что доллар, что правильно, уже тоже вырос, и те, кто успели, те успели купить такую 2060 Super за 21 500. Так что покупать нужно было до середины зимы, друзья. Уже цена выросла, но карты все еще очень актуальные, и я решил снять об этом видео. Да, в этом ролике не хватает радионов, типа там RX 6600, они тоже, признаюсь вам, весьма быстрые, но судя по продажам этих радионов, покупает их в 10 раз меньше. Народные здесь как бы сложно назвать, но все равно интересная модель, и я снимал уже однажды про них видео. Там я сравнивал RTX 3050 против RX 6600. Короче, так что, если интересно, ссылочку я оставлю под этим видео, но а в этом видео будет все без AMD-шных карт, чисто проплаченный Nvidia ролик, чтобы отрекламировать 5-летнюю старую 2060 Super. Я уже вижу эти названия в комментариях. В общем, обо всем этом буквально через одну минуту. А сейчас немножко полезной информации для зрителей. Друзья, как вы уже знаете, то есть далеко не все задачи можно решить с помощью домашнего ПК. Например, для размещения сайта, мобильного приложения, бота или корпоративной инфраструктуры лучше арендовать сервер у хостинг-провайдера. И я хотел бы рекомендовать вам, своим зрителям, для этих задач отличный хостинг SpaceWeb. SpaceWeb входит в топ провайдеров уже 2021 год, и ему доверяют свои инфраструктуры более 90 тысяч веб-разработчиков и крупных компаний. Есть тарифы хостинга для сайта с защитой от DDoS-атак от 49 рублей в месяц. Ну а в удобные панели управления можно запускать сайты в один клик на популярных движках WordPress, Joomla, Bittrex. Кроме того, в панели есть встроенный антивирус для поиска уязвимостей, а также инструменты SEO-продвижения и контекстной рекламы. А если вам нужны вычислительные мощности для размещения бота, приложения или запуска игрового сервера, то в SpaceWeb есть линейка VDS-серверов для любых ваших задач, в том числе удобный конфигуратор для создания сервера нужной вам сборки. Управлять услугами можно через удобное приложение на смартфоне, то есть контролировать нагрузку и баланс, регистрировать и продлевать домены, оперативно связаться с технической поддержкой и получить при этом пуш-уведомления об ответах. Доступен пробный период 14 дней на хостинг и 3 дня на VDS. Переходите прямо сейчас по ссылкам в описании под этим видео и регистрируйтесь со скидкой по промокоду Шелест. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, если не вдаваться в подробности, то обе видеокарты сильно отличаются по исполнению системы охлаждения и по размерам, хотя цена у них почти одинаковая. В первом случае Colorful 2060 Super, у нее полноразмерный, скажем так, формат печатной платы, имеется две вертушки по 90 мм или 80, я думаю, есть на тыльной части также металлический бэкплейт, и вообще в целом она исполнена прям очень недешево, и видно, что компания, знаете, старалась над бюджетной 2060, хотя еще раз напомню, Colorful это китайская компания, и мне очень нравится то, что они делают сейчас, а точнее, как они это делают и при этом сохраняют качество сборки. Именно эту видеокарту, я признаюсь, лично купил у блогера Анны Костенко. Вот буквально вчера отдал за нее, то есть денежку. Спасибо, что продала мне эту видеоху по закупочной цене. Ну, если вам интересно, конечно, моим зрителям, то обращайтесь ко мне в личку ВК. Если вам нужно всякое железо, то спрашивайте. Ну, а так, если прям вот по-честному, то я купил эту видяху своей жене на замену той самой RX 6600, так как у Линды есть проблемы с радионами, именно в GTA RP. Там постоянные вылеты и прочие неприятности, а вот с 2060 Super все абсолютно нормально. Так что это, можно так сказать, моя личная видеокарта. Чего не скажешь про политовскую 3050 Storm X. Эту видеокарту я взял у приятеля буквально, чтобы снять это видео, потом отдам обратно, и это тоже очень интересная модель. Во-первых, у нее, смотрите, внимание, одна вертушка, но большая, далее у нее очень маленький размер, и влезет она в любой корпус, и даже в самый микро, мини, крошечный ITX без проблем. Ну и второе, что я бы отметил, это ее теплоподдержка.
теплопакет в 120 Вт против 175 Вт на 2060 Super. То есть, имея такой низкий теплопакет и всего лишь 120 Вт, по сути, и охлаждение тут тоже можно было сделать проще, с одной вертушкой, что они и сделали. Да и размеры опять-таки просто ни о чем. Очень маленькая видеокарта. В общем, интересные две модели, мне они обе нравятся, и тестировать я стану эти видеокарты в компьютере, который я тоже решил оставить максимально приближенным к простой сборке среднебюджетной. И внутри стоит стандартный процессор i5-11400F. Я бы мог, честно признаюсь, поставить эти видеокарты в компьютер, там, допустим, с i9-13900K. Мне несложно найти такую машину у спонсоров для видео, но понимаете, в чем особенность? В таком случае такой суперпроцессор вытащит фактически любую видеокарту, и даже там, допустим, GT 1030 покажет себя словно 1050 Ti. Это как бы, немножко странно. Мы же понимаем с вами, да, друзья, что люди, которые берут 2060 Super и 3050, они, явно не имеют дома i9-3900K за 60 тысяч. Они имеют там i3 12400, возможно, i5 10400 или там Ryzen 5 3600, там 5600 и так далее. В общем, я просто решил просимулировать обычный домашний компьютер подписчиков. Не все, конечно, подписчиков, но что-то среднее я взял, и вот получается, что тестировать я буду стандартную сборку без поблажек со стороны процессора. Итак, давайте начнем, друзья. И, пожалуй, начнем мы с тестов моей любимой бессмертной шестой радуги на Ultra Full HD с включенным DLSS в режиме баланс. Кстати, чтобы включить DLSS в Rainbow 6, нужно зайти, то есть не прямо с ярлыка на рабочем столе, а запускать игру через лончер Steam. И там при запуске нужно выбрать опцию запуск через Vulkan. И вот в таком режиме появляется DLSS. И еще перед началом тестов я в MSI Afterburner по стандарту поднял немножко частоты на обеих видеокартах или обоих видеокартах. Это 111 по видеочипу и 555 по видеопамяти. И на этом как бы все. Вот теперь наконец-то действительно давайте перейдем к тестам. Запускаем все в одинаковых условиях и видим интересную картину. С одной стороны у нас высокий фрейм в обоих случаях, то есть больше 200 FPS, и даже температура на видеокартах одинаковая, а с иной стороны 2060 Super быстрее, чем 3050 на 30-40, а местами даже на 50 FPS. Это примерно на 20% быстрее от общей мощности, хотя и 220-240 кадров на политовской 3050 это тоже более чем высокий показатель. Если у вас имеется дома, конечно, не дешевый монитор на 240 Гц, то да, для вас идеально подходит что 3050, что 2060 Super, однако в первом тесте заметно, конечно, стоит признать, быстрее 2060 Super, поэтому тут ставим счет 1-0 на стороне 2060 Super. Но и RTX 3050 ставим небольшой плюсик за теплопакет в 120 Вт. При такой скорости фрейма съедать всего 120 Вт это тоже определенно неплохой результат. Противник устранен. Окей, друзья, движемся далее. Теперь у нас на очереди явно сложная задача. Это Киберпанк на Ultra Full HD с включенной трассировкой лучей и тоже на Ultra и с DLSS в режиме баланс. Именно в балансе не так сильно мылит картинка Full HD, так что сойдет. И видим с вами, что 2060 Super в Киберпанке в среднем на 7, 8, местами даже 10 FPS быстрее, то есть больше выдает, чем 3050. А именно 2060 Super держится там на стабильных 52, 55 и почти даже 60 FPS на улице в сложных местах, и 3050 держит на уровне 45, возможно 50 кадров. Однако фреймтайм при этом у 2060, заметьте, явно более приятнее, нет заторможенности и картинка очень комфортная с такой кривой, чего не скажешь про 3050. У нее хоть и есть 45-50, но вот из-за кривой фреймтайма по меньшему FPS 0.1 эти 45-50 кадров, они не очень плавные, и это заметно, я думаю, тоже зрителям. В общем, при всем моем желании хоть как-то вытащить RTX 3050, хоть она и нравится мне, и симпатизирует, маленькая, такая дешевая, аккуратная, но вот все равно она уступает в Киберпанке более старой RTX 2060 Super. Но Киберпанк тут, понятное дело, очень сильно зависит от процессора, а процессор у нас i5-11400F далеко не самый мощный. Но вот что реально интересно, это проверить в обновленном Ведьмаке. И вот тут движок Ведьмака очень сильно любит делать
упор именно в видеокарту. Сперва давайте проверим с трассировкой лучей на высоких Full HD с включенным DLSS в режиме производительности, а потом уже проверим просто без лучей, но с DirectX 12. Итак, в первом случае с включенной трассировкой у нас, будем честны, обкакались обе видеокарты, независимо, что у нас сравнивается, и 3050, и 2060, обе абсолютно не тянут трассировку в Ведьмаке. И это, внимание, я тестирую обновленную версию с патчами, со всякими там хотфиксами и так далее. То есть это самые свежие обновления и самые свежие драйвера. И все равно у нас 30-32 FPS на 3050 и 35-36 FPS на 2060 Super. Причем у обоих безумно стрёмная кривая фреймтайма. И это ставит крест на комфорте. Хотя и казалось бы, у нас тут консольный 30-35. Нет, это очень неприятно с такими задержками, микрофрезами. Так что отрубаем трассировку и проверим в обычном режиме. И вот тут уже, да, есть разница, и обе видеокарты абсолютно одинаково себя проявили. В среднем от 90 до 60 FPS с копейками. Местами даже RTX 3050, что интересно, чуточку более стабильно по низкому FPS и даже выдает больше кадров. Короче, тут примерно одинаковый результат, так что ничья честная, и в общем-то в общем счете получаем 3-1. Побеждает 2060 Super. И вот именно с точки зрения производительности, то да, 2060 Super на 15-20% быстрее, чем RTX 3050. Не везде прям, конечно, быстрее, но вот, например, в Ведьмаке у нас без лучей наоборот 3050 чуть стабильная, но все равно лучше доплатить 2000 рублей и взять 2060 Super, чем 3050. Хотя, друзья, тут еще смотря для чего вам нужна 3050. Если вы делаете компактную маленькую сборочку в мини-формате и ваш блок питания старенький, явно не топовый, там на 400-450 Вт, то отлично в этом случае подойдет в этот корпус маленькая 3050 с ее низким потреблением 120 Вт. А если же вы собираете полноразмерную машину с нормальным блоком питания, новым, и нужен максимальный FPS за свои денежки, прям чтобы каждую копеечку вложиться, то, конечно, 2060 Super. Короче, каждому свое, все зависит от потребностей и желания. Обе видеокарты интересные, и каждая найдет себе место. Вот и все. Думаю, на этом уже будем, друзья, заканчивать. Если вам понравилось это видео, было для вас интересным и полезным, то напишите комментарий, поставьте лайк, и увидимся с вами уже очень скоро. Всем еще раз я желаю не болеть, и до новых встреч на канале. Пока-пока.